Какая красавица, вообще я не могу. Смотрите, как круто. Человек тоже с прицепом. У него такая вот палатка, и там видно дровяная печь внутри стоит. И большая-большая палатка берег. И проезд вдоль всего водохранилища. И куча машин, ребят, и людей. Друзья, вы на канале Контрольная рыбалка, меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Так, первое, чему меня научила жизнь, это проверять место ловли. Для чего я сейчас возьму фидер, эхолот и проверю, что у меня здесь по глубине и рельефу. Короче, вот это вот как всегда. Нужно ждать, пока он успокоится. Конечно, нежелательно, чтобы он в такой воде плавал, потому что здесь очень много всяких палочек, может быть, всякой фигни, потому что река Свислочь — это место, куда стекают все сточные воды со всех предприятий, которые находятся в Минске и других городах. То есть она оттуда течет. Вот. Одна из самых грязных рек. Все-таки мы едем на другое место, не на то, которое прибыли сперва. И вот на прекрасной вот такой вот дорожке, по которой можно проехать на машине, лежит вот такое вот дерево. Часть дерева уже спилена, и остается спилить вторую, и путь будет освобожден. Но вот здесь вот подложили бревно для того, чтобы дерево не упало на землю, чтобы бензопила в нее не влупилась. Ты едешь посреди леса, и тут такое вот вырисовывается. Что-то настроено новое. Приколисты, конечно. Посмотрим, проберемся ли мы на Дастере туда, куда хотим. Потому что дорога, конечно, жесть. Сейчас едем по грязи, но я знаю одно. Нельзя заезжать туда, где не хватит моего клиренса. Клиренс у меня 20 сантиметров, 21. Наконец-то, слушайте. Не прошло и 10 лет, как я нашла точку. Здесь не глубоко, основная глубина, конечно, там. Дальше вниз, ближе к ГЭС. Ну ничего страшного, попробуем как-нибудь. Тем более я хочу попробовать на хищника кружки поставить. Мне, например, очень нравится вон там противоположная береговая линия. Думаю, что там что-нибудь может быть. Вот пришла, кстати, на соседнюю поляну. И собираюсь отсюда забрать. Меня все спрашивают, где ты берешь? Вот так вот хожу, как бомжара, ищу места, где вот есть дрова. Моментом накачивается лодка, ребят. Следующее, что нужно будет сделать, это установить вот это сиденье, тоже его накачать. Весло, которое вот сюда цепляется. Так, отлично. Тем не менее, мы попробуем что-нибудь здесь поставить. Не обязательно, когда все ходят стороной, что рыбы здесь не будет. Сейчас. На этот раз я даже не буду заниматься фигней и ставить ничего через жабры, потому что это не принесло никакого результата, не увеличило засекаемость, наоборот, рыба не засекалась с двойным крючком. Что здесь интересно и почему? Потому что здесь рядом трава. Как показывает практика, я всегда стараюсь держаться какой-то травы, каких-то интересных мест, в которых может стоять, прятаться мелочь. И, соответственно,
Вместе с ней хищник. Успели перед дождем поставить палатку. Вот она с тентом обязательно. Вот здесь вот сама палатка, вот это уже тент противодождевой, чтобы можно было спрятать хоть вещь чего. Потому что стулья, все, фотоаппарат бы уже намок. Собака нельзя. Нет, ты мокрый. Нет, нельзя. Вот так вот моя поляна выглядит с горочки, на которой я стою. И здесь простираются просторы реки Свислочь и начало Осиповического водохранилища. Палатка. Здесь 2 места под фидер. Не знаю, хватит ли под 2. Здесь моя лодка вон стоит. Где-нибудь тут буду палить костер. Ну и вот под противоположную линию, под противоположный берег я сейчас увезла. Честно говоря, я обалдела от того, сколько пришлось искать интересное место для того, чтобы установить лагерь. Потому что людей очень много. Я не знаю, у кого там мало людей. Людей просто нереально много. И все с ночевкой, с палатками, с печками, со всем. С лодочками, с фидерами, с чем угодно. Такие дела. И, значит, буду использовать 2 корма. 2 кормовые базы. Это лещ спорт сладкий и плотва спорт темная. Посмотрим. Может, эта комбинация приведет к какому-то успеху. Получится интересный замес такой. Я надеюсь, что универсальный и подходящий по этой воде и условиям ловли. Удачи! И вам удачи! Ага. Ищу точку ловли. Что я делаю? Я протягиваю по дну маркерный груз. Тянется он довольно сейчас легко. Значит, там равномерная глубина. И видите, вот здесь вот у меня резко пошла бровка какая-то. Видите? Все. Вот от этой бровки, от вот этого вот гадости. Сейчас попробую отступить и посмотрим, на каком я буду расстоянии. Привязываю сейчас узелком вот таким вот монтажик к леске шок-лидера. То есть у меня идет плетенка, кто не знает, идет шок-лидер 0,25. Плетенка у меня обычно на фидерах стоит либо 0,12, либо 0,1, в зависимости от условий ловли. Так, катушка волжанка ProSport 5004, которым уже много-много лет. Фидер здесь у меня сейчас ProSport Elite волжанка. Вот я привязала монтажик. Обязательно смачиваю узел, чтобы он потом в следующем не перегорел. И сейчас вместе с монтажом сделаю выброс для того, чтобы проверить, будет ли он цеплять у меня веточки или не будет. Но монтаж делать не всегда получается. Я очень часто использую одни и те же монтажи, которые были в предыдущих рыбалках. Дистанция заброса у меня небольшая, поэтому я надеюсь, что цеплять деревья не буду. Но если я буду рано отпускать палец, то придется туда-сюда менять крючки. Но ничего, я к этому делу привыкшая, поэтому я думаю, что потерплю. Если у вас есть эхолот, и эхолот показал, как у меня довольно-таки большой слой тины, то лучше использовать пластиковые легкие кормушки. Следует это учитывать. Иначе, если вы будете использовать металл и тяжелые кормухи, то, скорее всего, весь ваш монтаж будет тонуть. Если вдруг у вас на самом деле нету нормальных кормушек, которые можно использовать при данных условиях, вы можете еще хитрее поступить, посмотреть, сколько метров сопропеля этого или тины, такое бывает, или сантиметров, и сделать соответствующей длины поводок. Скорее всего, возможно, тогда у вас что-нибудь получится. И вот так вот я петля в петлю цепляю поводки. Раз. Обычно. Довольно длинный поводок, понимаете. Ну, посмотрим, зацепится или нет. Буду цепляться. Придется, ё-моё, ну сделала, буду короткими ловить. Что порой сделаешь?
холодок могут перевернуться мои кружки. Я за ними сейчас слежу, чтобы, если что, поехать сразу поправить. И не думать, что у меня холостая поклевка произошла. Ставлю сперва одного опарыша белого. Давайте. И одного опарыша красного. Посмотрим, есть ли в месте, которое я выбрала для ловли какая-нибудь рыбка. Раньше я нарезала опарыша такими, знаете, большими тройными ножницами. Они у меня до сих пор с собой есть. Но получается так, что да, малоэффективно стало, они быстро тупятся. Поэтому теперь я использую вот такие вот простые ножнички. Довольно быстро. И плюс можно прям, вот, знаете, от поклевки до поклевки сидишь и просто каждого чик-чик-чик-чик-чик. Это, так сказать, расслабляет, что ли, я не знаю. Первыми на проверку у меня полетели два опарыша бело-красные, ничего не произошло, никакой поклевки. Теперь я отправляю одного белого опарыша, 4 мотыля. В кормушку вот добавляю уже опарыша. Первая рыба на сегодня вот такая вот объемистая клеёшка. Будет клевать, она придется сейчас тогда делать, короче, поводок. Уже вечереет, пора распаливать костер. Дрова есть, там от кого-то остались, сейчас их распилим. И все, будем греться у костра и пытаться раскормить точку. Пока я ловлю с одного и того же места. И пару раз какие-то поклевочки были, и все, наверное, может быть какая-то уклея. Боже, я все время смотрю на себя в эту камеру. Ребят, мне прям это бесит. Очередная рыба. И это не крупная густера. На мотыля. Выпускаем. Оп. И ну вот, наконец-то пошло гореть. Оп, смотрите, как хорошо. Теперь оп, выключаю подачу газа. Все. Ничего пока еще не подошло, ничего даже не обсасывает наживку. Я надеюсь, что если продолжать кормить, возможно, рыба так или иначе подойдет, потому что мелочь она есть, уклея, густера подошла была. И видно, что постоянно хищник какой-то здесь рыбку гоняет. Наверное, это может быть судак. И даже сейчас под берегом выходит. Ребята, тут, короче, экстренный случай. Вон баллон. Блин, запалился, очень сильно пошел газ. Через газовую горелку. Ребят, забросили воду, он не тушится, он горит. Вот, ждем пока либо догорит, либо взорвется. Я не знаю, что должно случиться. А если взорвется, и на палатку. Делаю картошку печеную по рецепту моих подписчиков. Они сказали, что можно разрезать картофель пополам. У меня есть салко.
Я беру, и это салка. Раз кусочек. Два кусочек. Картофанчик. Вот так. Раз, два. И сверху картошечка тоже. Закрываю и заворачиваю. Сказали, что так просто нереально вкусно. Проверим. Посмотрим. Я ни разу не пробовала. Я не знала вообще, что так можно. Вот так. Оп. Все. И получается, здесь у меня картошечка. И там внутри салка. Ребята, вот картошка, вот угли. Сейчас сюда картошечку отправляем в эти угли. На этих же углях будем готовить наше мяско. Бум. Бум. У меня вот здесь такие 2 кусочка мяса, ребят. Оба нужно посолить. Посолить с обеих сторон. Обычно в ресторанах их называют медальонами. Медальоны из говядины. А? Вкуснятина, ребята. Смотрите. Красота. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Такого я еще не кушала. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Оп. Картошка, сало, все съедобное, мяско. Класс. Обалдеть. Моя палатка внутри. Собираюсь идти отдыхать. Вот, постелила собакину. И сейчас на второй раскладушке постелю себе. А теперь послушайте, какой ветер дует. Сумасшедший. Обалдеть.
Есть, ребят, какая-то рыбка, не знаю, что за она. Поставила на вот этот вот фидер второй сейчас. 2 красненьких опарыша. И... Ох-ох-ох. И кто там у нас? И кто там у нас? И у нас клюнула вот такая вот красивая густерка. Ну, огонь. Огонь. Опарыши будут, получается, да? Все. Будем собирать, друзья. Посмотрим, что получится. Успела сживать я на 2 пиночки, поэтому ставлю 2 свежих красненьких и повторяю забросик. 2 фидерами ловлю с одной дистанции. Получается, что ловлю практически одну и ту же точку. Кормлю. Одну надеваю белую и вторую белую. Вот так. Если на ту ставлю красную пинку, на эту поставлю белую. И вчерашний корм, тот, который был с примесью животного компонента, я выбросила сразу. И сейчас добавляю в прикормку только кукурузу. Только кукурузу и ничего больше. Точно такая же, ребята. О! Ух ты! Да, прикольно. Да, хорошее что-то. Ну, прям не такое, но без подсаканий не подниму. О, видишь, как прям бьет. Ребята, бьет, смотрите. Фу, что-то побольше. Тоже на 2 красных пиночки. На 2 красных пиночки. Вау. Сопротивляется неплохо, ребят. Неплохо. Ух ты, ребят. Ух ты. Давай. Все. Сошла. О, это уже подлещик. Ребят, смотрите, это уже подлещичек у нас на красного опарика подошел. Это я нарезаю вкусную кукурузу для того, чтобы ее добавлять потихонечку в корм.
подписчик на красного опарыша. Значит, мотыля здесь я поставила зазря. И можно возвращать красного опарыша и на вторую. Во, видите? Вот один опарыш, вот второй опарыш красный. Да, значит, там еще был чуть-чуть больше, тот, который сошел. И вот такой вот красавец, ребятки, у меня взял. Ставлю свежего одного опарыша, второго опарыша. Вот у меня в прикормке есть и кукуруза, и опарыш нарезной. Вот я это все дело смешиваю. Наполняю кормушку свою вот эту такую. Оп-оп. Так. Так, друзья, это вот то, что разрешило наше государство. Не подписано ничего. Вот вы бросаете, и ваши снасти потом будут оказываться здесь. Ваши дорогостоящие спиннинги, ваши дорогие плетенки, оно все будет здесь. Не подписано, не обозначено, ничего. Просто зацепили кружком, грузиком от кружка. И ловят при помощи такой штуки, это телевизор называется, вот такую вот мелкую совсем рыбу. Ну, это ж нечаянное, правильно? Правильно. Все, палите это, и ваша душа чиста и спокойна. Вот так. Сейчас вместе с оператором, несмотря на то, что очень сильный ветер, мы попробуем поставить нашу баню в морж. Почему? Потому что это будет отличным завершением дня, если получится это сделать. Учитывая то, что рыбалка, так как бы хотелось, не складывается, хотя бы получить от баньки удовольствие и расслабиться, отдохнуть хотелось бы. Сейчас, ребят, посмотрим, кто пришел на мотыля. На нарезанного мотыля вот снова вернулась густера, получается. А я думала, что нарезанный мотыль ее только пугает, понимаете? Но нет. Пришло время, ребят, сжигать баню. Нужно будет некоторое время, чтобы она протопилась. Оп. Запаливаю сейчас дровишки меленькие. Ничего не клюет, ребят. Ну не хочет и все, хоть ты убей. Ребятки, стоит палатка, уже 80 градусов там внутри нагрелась печка.
Смотрите, кусочек пола откреплен, и собака нашла себе новое место, ему удобно на этом полу лежать, отлично. И вот такое вот солнце осеннее светит, знаете, очень даже теплое. Хорошо, что здесь есть окошко. Почему? Потому что благодаря ему, несмотря на то, что у палатки довольно-таки темного цвета тент, всегда светло, дневной свет супер. И вот здесь вот удобные кармашки, сюда можно, когда потом моешься, положить вот такие вот мочалки, какие-то свои причиндалы, которые можно использовать для мытья. Пол, напомню, у меня отстегивающийся, одна, вторая, третья часть. Одна вон лежит на улице, на ней лежала собака, ему удобно. И вот здесь вот, где стоит печь, куска пола этого нет. Видите, как клево. Ребят, на Осиповическом водохранилище оказалось очень много моих подписчиков. Не обращайте внимания на то, что я такая злюка. Почему? Потому что меня очень злит, когда плавают над точками, где я ловлю. А некоторые просто умудрялись вот так вот проплывать так туда-сюда, 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 пока я не говорила, ну, может быть, типа, хватит, а то я сейчас начну бросать и куда-нибудь попадет. Если что попадет, то я не виноват. Я очень бы сильно удивилась, если бы вот сейчас, именно в тот момент, когда я парюсь в бане, кто-нибудь бы тоже высадился на берегу, приехал бы фотографироваться и такие: ничего не меняется, зимой и летом одним цветом. Мне офигенно, ребят. Кто не знает, я очень много занимаюсь танцами. Танцами я занимаюсь каждый день. А у людей, которые много занимаются спортом, собирается очень много мышечной кислоты. Я, между прочим, хожу, конечно, на растяжку, которая с ней типа разбирается, но вот эти вот все токсины и мышечная кислота, они благодаря бане тоже выходят. А если этого не делать, и если не тянуться при физической нагрузке и не ходить в баню, мышечная кислота повышает вероятность образования раковых образований различных. Это тоже должны знать все спортсмены, кто не тянется. Горит поленница какая-то. И мы туда сейчас так вот еще одну забросим. И еще одну, чтобы все продолжало нагреваться. Чтобы нагревание не происходило, потому что когда мы будем выбегать, тепло, часть тепла выветрится. Просто, ребят, чтобы вы понимали, насколько сильный ветер. А палатка стоит, видите? Каркас выдерживает, растянута она вся. Жесть, посмотрите. Смотрите просто. Растяжки стоят там, к дереву привязано. Вся палатка зафиксирована. Вот здесь вот полом к земле. Там к дереву везде растянуто. Это вот объедает, ребятки, красного опарика. Сейчас я сначала вот эту заготовочку сделаю. Оп. Заготовила. И сейчас вторую достану, чтобы без последствий перезабросить, друг за дружкой не захлестнуть. Потому что, так, как показала практика, главное не дергаться. И вот я сейчас ловлю с одной точки, считайте. Все время бросаю двумя фидерами, а по-другому здесь не забросишь, потому что деревья мешают. Замоченный в холодной воде. Теперь размещаем вот здесь. Чуть-чуть водичка, пускай нагреется с ним. Хорошо. Я вожу с собой всякие банные принадлежности, потому что в такой бане можно помыться. Очень хорошо. Вот здесь вот нагревается вот в этом вот ведре. Нагревается горячая вода, потом я ее смешиваю с холодной и моюсь. Поэтому теперь отдых на природе может быть на 100% комфортным. Ух, какой пар! Вода горячая-горячая. Веничек, на этот раз уже березовый. Аж все сразу краснеет.
потому что телу в кайф, это значит, что приливает кровь, ребят. Хорошо. Горячо. Горячо, пипец вверху. Жесть. Так, ребятки, походу какая-то, может, даже рыбка идет. Да, ребят, рыбка какая-то приплыла, причем неплохая. Оказывается, сопротивление. Ребятки, и вот к вечеру очередной подлещик. Сейчас уже на закате. О, на двух красных опарышей. Такой вот красавец толстенький. Ну что, ребятки, как всегда, трошки подловила. Из самых крупных вот таких вот два подлещика был еще один очень хороший сход. Вы сами видели, практически с самого утра. Но не захотела рыба прям выходить, так выходить. Густеринка какая-то, ершовича очень много было. Ну и хорошо, что мальчики вот такие вот все-таки приплыли. Красавчики. Вечерний перекус. Картофляо. Раз. Оп. Пора, как говорится, сворачиваться. Всем, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Ни хвоста, ни чешуи. Пока.